РК-М87 механическая клавиатура с клавишем, ой, у меня начала нажимать, подключена просто к ноутбуку, с кейкапами черри профиля из ПБТ пластика, даже с вот таким, смотрите, экранчиком, смотрите, красивым, с вот такими вот регуляторами двумя, и при этом она вот цены, которая действительно очень-очень сладкая, имеет в себе функции, вот действительно клавиатур, которая стоит как минимум в 2-3 раза дороже. Брали ее на Алиэкспрессе с аккумулятором 7500 мА, еще и с 3 вариантами подключениями. Это через вот такой вот Type-C-шечку, при этом можно вот через донгл подключиться 2.4, либо через Bluetooth 5.1. При этом Bluetooth у нас позволяет сделать 3 подключения к 3 устройствам одномоментно. То есть вы можете просто переключать между устройствами на вашей клавиатуре. Но давайте ее рассмотрим поближе. Короче, вот такая вот РК-М87 на канале Технозон. Поехали. Смотрите, во-первых, это 88 кнопок, ну это раскладка TKL 75%, не хватает у нас цифровой клавиатурки, но тут есть как есть. Сам по себе корпус из ABS пластика, что в принципе характерно, двухпозиционные вот эти вот у нас стоечки с пеной, которая гасит вибрацию, видите, такая вот верхняя позиция и вот нижняя позиция. И можно без них, у нас есть просто-напросто резиновые такие вот ножички. То есть достаточно качественно собрано, ничего не скрипит и все отлично. По поводу RGB мы сейчас еще перейдем, протестируем, посмотрим, какие у нас есть режимы. Режимов действительно много. По поводу окошечка, смотрите, у нас сразу выходишь, есть, видно там, да, вот окошечко, там, хоть как-то так, да, там. Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 подключение, есть вариант 2,4 ГГц, есть кабельный вариант, это у нас домашний экран. Если мы нажмем, мы можем выбрать либо домашний экран со временем, вот таким вот подключением, либо домашний эффект с гифкой. Гифку я уже загрузил, все загружается через приложение, приложение у нее есть. Кстати, хочу сразу отметить, сейчас мы еще в менюшке полазим, хочу сразу отметить, что данную клавиатуру часто путают с M87 от Xinmeng, поэтому, которая не является качественной. Это у нас Royal Clutch или Royal Clutch, в зависимости немецкий либо английское произношение, RKM Studio, то есть очень неплохая клавиатура. Вес ее около 840 грамм, размеры вы уже посмотрите, когда, ссылка в описании под видео, можете посмотреть. Совместимость у нас Windows, Mac, Android и iOS. Давайте посмотрим, что у нас есть в комплекте. Комплект, кстати, достаточно неплох. Приехала с Алишки, с охраной, есть у нас антипыльная крышка, то есть можно накрывать, когда вам там, допустим, куда-то учухали. Есть у нас вот такая вот штука с, видите, с расписанием кнопок, комбинацией кнопок, это можно все изучить, это уже такое себе дело. Само собой кабель, при этом комбинированный кабель Type-C на Type-A, и видите, у нас есть Type-A пристегной, но он не сильно интересен. Есть свечи, свечи в ней стоят, вот, пожалуйста. Вообще, наверное, мы сейчас снимем, потому что есть экстрактор, чтобы не распаковывать эти, не хочу распаковывать. Есть экстрактор, посмотрим на сами по себе кейкапы. Так, вот, снял и свич, и кейкап. Смотрите, свечи двухконтактные, это кремовые, с предварительной смазкой, издают такой достаточно характерный, классный звук. Давайте я вам сейчас... И что самое интересное, мы сегодня проверим и скорость печати, именно не только скорость печати, мы проверим latency time, то есть мы проверим задержку, подходит ли она для игр. Кстати, могу сразу сказать, что здесь есть мультимедийные кнопки и кнопка калькулятор. Не знаю, для чего она нужна. Кстати, в некоторых обзорах упоминается, что еще есть коричневые тактильные, то есть вот эти вот линейные с предварительной смазкой кремовые, есть еще коричневые тактильные, попадаются где-то для каких-то рынков. Не знаю для каких, честно говоря, достаточно интересный вариант их попробовать. Я пробовал еще с синими кликающими, но достаточно мне не зашло, откровенно говоря. Это такой возможный вариант для использования. А на официальном сайте есть даже как опция черные, которые черные линейные, да. В принципе, замена поддерживает именно горячую замену. Взяли, поставили, и есть еще 4
О, все, вставили. Есть еще 4 запасных. То есть кейкапы вот такого рода, вы можете их менять как хотите. То есть поставить какие-то себе кастомные. Пожалуйста, все отлично стало на место. То есть на самом деле все это суперово, хороший комплект. А давайте дальше по менюшечке дойдем с вами. Есть регулировка яркости, но это яркости самого RGB подсветки. Вот, видите, яркость регулируется. Также у нас есть скорость замены вот этого вот эффекта, если он есть у вас, переключение языка китайский, английский и возврат. Также у нас там, ой, это я включил Bluetooth, он подсоединился, зараза. Также у нас есть, видите, замена цветов, то есть есть RGB, можно поставить статику, все остальное делается хорошо через приложение. Приложение действительно есть, мы его сейчас рассмотрим. Вот сам по себе эффект можно выбирать различные, но эффекты мы тоже посмотрим уже больше в темноте, и это будет более интересно и более понятно. Кстати, все возможные свечи под замену здесь идут с ходом 2 на 4 мм, кроме, допустим, которые можно поставить линейно-скоростные, ну, это есть такие RK Fast Silver, они с ходом 1,2 мм 3 на 4, тихие, очень быстрый отклик и классно подходит для игр. В принципе, вот эти вот кремовые, хотя у клавиатуры есть небольшой отклик, действительно небольшой отклик по беспроводу, кстати, по вот этому донгу, который здесь у нас в магнитном вот таком вот ложе, оно магнитное. А еще немаловажный аспект, что вот это может работать как хаб, обязательно тоже проверим. Все остальные, в принципе, вот если кремовый тихий и коричневый тихий, то у нас голубой красный, вернее голубой громкий, красный тихий, но очень плавный ход. А вот если поиграть, то я бы советовал сразу же менять на RK Fast Silver. Вот, то есть они вообще очень-очень быстрые и такие, знаете, очень тихие, прикольные. Именно для игр классно подходят. Давайте так, переходим уже сейчас, посмотрим, сколько они стоят. Перед этим подписывайтесь, нажимайте колокольчик и, конечно же, потестируем немножечко. Все, перешли. Опа, приложение, видим, устройство подключено, RKM87, нажмем сразу на него. Давайте, тут клавиатурка у нас появилась. Но мы пока свернем, мы к нему вернемся чуть попозже, посмотрим, сколько она стоит. Есть версии, видите, есть с русскоязычной раскладкой, есть у нас английская, чисто в цветах Ocean Blue и, как она там называется, Famicom. Не знаю, что так, фемки. Короче, поэтому. И есть вот такая вот, видите, серенькая, с беленьким, но она у нас, тоже русскоязычная, да? Серенькая Ocean, это испанская, стоп, это испанская, Spanish Ocean Blue, нужно выбирать очень аккуратно. Короче, стоит $86, ссылка в описании под видео, и давайте посмотрим, что они тут заявляют. Ну, то, что у нас 88 кнопок, Smart Display, Screen Mode, RGB Blacklight, это мы уже все раз с вами разговаривали. Мне интересно, что они нам расскажут, то, чего мы не видели. Может быть, что-то новенькое. Ну, про RGB мы, понятное дело, кнопки управления тоже мы понимаем. Открыть калькулятор. Понимаем, двухстационарный. Кстати, я думал, что он одностационарный. Ну, давайте. Да, он двухуровневый. Да ладно, слушайте. Все нормально. Ну, то, что магнитный донгл, понятно. И тут у нас, видите, кейкапы Cherry. Они, кстати, смазаны. Это тоже мы с вами разговаривали. 400 часов. 60 часов у нас работает со включенным освещением. 400 часов с выключенной подсветкой. 600 дней в стендбае. Очень-очень круто. Можно менять цвета. Короче, давайте так. Слушайте, очень много они чего тут пишут про то, что мы уже с вами поговорили, про то, что она программируемая. Но думаю, что нам здесь будет интереснее ее потестировать. Вот это красиво, конечно, показали. Будет красиво, надо будет ее красиво потестировать, а тестировать мы ее будем следующим образом. Нам нужно выяснить, как работает сама клавиатура, проверить, все ли кнопки рабочие. Второе, проверить input lag на разных вариантах подключения. Это немаловажный аспект. И, конечно же, попечатать на быстроту. Слушайте, ну печатает она вообще, такой звук классный. Давайте, у меня есть вот такой вот Keyboard Latency. Сейчас у нас есть подключение через кабель, и мы с вами выясним самую минимальную задержку, которую дает клавиатура. Да? 25 миллисекунд, час, 8. У меня там лиса кричит, это дождь вообще. Да, это дождь.
8 миллисекунд, да, самое короткое нажание. То есть, по сути, input lag, да, такой вообще очень даже нормальный. Поиграть на ней через кабель, конечно же, можно. Но мы ее переключаем на донгл. Это первое, что мы с вами делаем. Это вот именно тест такой клавиатуры. Чтобы вы понимали, у меня клавиатура на ноутбуке. 3 миллисекунды. 2 миллисекунды. Нифига себе. Вот, кстати, но это у меня Asus ROG ноутбук. И там действительно очень крутая клавиатура. Давайте включаем донгл. 2,4. Переключаем на клавиатуре метод подсоединения. 2,4 ГГц. Подключили и поехали. О, а тут 2 миллисекунды. Ну давайте обновим. Что, неужели через донгл так быстро вообще? Сейчас откалькулируем. 7. Ну меньше, чем через провод. 5 миллисекунд. Да ладно, 2. 2 миллисекунды через донгл, твою мать. Через донгл, это классно. Так, включаем Bluetooth. Давайте, Bluetooth 1 connection. Давайте, Bluetoothик. Сейчас будем с чем-то спаривать его. Ага, все, подключена клавиатура через Bluetooth. Обновляем и смотрим. Давайте. 8 миллисекунд. Bluetooth 8 миллисекунд. Одно. Бля, каким образом? Каким нахрен образом? Потому что Bluetooth 5.1. Вот так вот. Но, я вам скажу, таких результатов вы сможете достигнуть только если... Смотрите, вообще без задержек практически. Ну, само собой, там с погрешностью 0, там, миллисекунд. Поэтому на блютусике можно играть. Можно играть на блютусике, супер. Теперь с вами тестируем сами по себе кнопки. Давайте. Так, это мы Mac включили. Стоп, нет, нам надо PC, ПК. Слушайте, а все работают. Все отлично работают. Они закрашиваются. Принц... Опа, зря я принц скроллок. Так, сейчас здесь может у нас отключиться запись на F8. Оно... Не отключилось, все хорошо. Escape. Сейчас пошли дальше проверять. Это в виндовом режиме. Слушайте, вообще шикарная клавиатура. В том плане, да, есть клавиатуры лучше. И Shift работает. Контролы. Ага, ну виндовая, видите, оно вызывает. Function, альты. Ну, боковой у нас нету, да, получается. Боковой цветовой нет. Топ. Ребята, она полностью работает. Давайте попробуем еще что-то попечатать, конечно. Ну, сильно сомневаюсь. Ой, я тут уже печатал. Давайте обновим. Тест на 1 минуту. Давайте. Древние люди тоже умели рисовать и рисовали часто. Тут точка. Надо еще привыкнуть к раскладке. Но смотрите, в чем вопрос. У них не было. Ага. Здесь буква. У меня раскладка вообще не русская. Не было. Поэтому рисовали они на стенах. Вот чуть-чуть есть, знаете как, она не идеальна. Она вообще не идеальна, но это одно из лучших за эти деньги, которые я использовал. Серьезно. Вообще отлично. Есть клавиатуры получше. Если не нравятся вам, допустим, свечи, да, кремовые, то я думаю, что их можно спокойно поменять и не морочить себе голову. Да, печатать достаточно удобно. По работоспособности клавиатуры нет у нас вопросов. И, кстати, по задержке, да, самый почему-то странная задержка у нас на кабельном соединении, на Bluetooth и на донгле у нас минимальная задержка, поэтому для игр она подходит. Она действительно подходит для игр. И мы сейчас... Не хватает, знаете, вот мне не хватает... Слушайте, вот эта вот крутилка, громкость регулируется, топ.
Ну, то, что отображается, мы с вами уже посмотрели, да, что на экранчике отображается. Сейчас хочу посмотреть еще один моментик. Именно давайте ее попрограммируем чуть-чуть. Так, автономный приемник. Сейчас мы его включим обратно в кабельный канал. А ну-ка, кабель. Меняем на Bluetooth, на USB режим и ждем. Так, РКМ все включили. Есть 3 схемы конфигурации. Теперь у нас есть события. Это что у нас? Это макросы. Мы можем создавать макросы. Да ладно, это вот прям для игр, кстати, подходит. Почему нет? Прикол. То есть, например, мы там давайте имя 1 сделаем макросу и запишем там, допустим, кнопка такая, потом редактировать, регулировать. Вообще топ. Слушайте, макросы есть, это прикольно. По RGB подсветке. Лисичка, дуй сюда. Сейчас будем снимать с тобой RGB подсветку. Как она работает. Мед. Итак, смотрим, сколько у нас разных моментов. Да? То, что мы это можем переключать в настройках, да, это у нас неоновый поток, распространение. При этом мы можем регулировать яркость, скорость анимации. Допустим, можем скорость большую поставить. Время беспроводного, ну, когда она работает, допустим. Да? Потом вращающийся ветер. Ух ты, вращающийся ветер. Синусоидальное чего? Вау! Вы видели вот этот режимчик, а? Вы его видели, это прям вообще топ. Обожаю такие режимы. Но для этого нужно, чтобы у вас было освещение, потому что в таком случае вы не видите изначально, куда печатаете, если печатаете в темноте. Радужная рулетка. О, симпатично. Тоже можно менять скорость. Цветовые палитры можно менять. Можно делать смешанные цвета. Звездный. Что такое звездный? Смотри, как меняется. Оно типа дышит, да, такая фигня. Слой за слоем. Вау! Ты видела? Красиво вообще. Богатый и уважаемый. Я вот это такой первый раз. Богатый и уважаемый. Вот когда ты видишь вот такое, у тебя сразу же ассоциация есть, что это богатый, что это богатый и уважаемый, да? Ассоциация. А ну, скачки. Тыгдын. А где скачки? Где скачки? Ну ладно. Вращающийся шторм. Такое себе. Скачки по серпантину. Где скачки? Меняется, да? Змеиный гонщик. Это интересно. Вот это, кстати, прикол. Вот это прикол. Мне нравится такая тема. Смотрите, как она меняет. Вот это приятно. Вантовая трансформация. Ой, что-то сильно оно. Тут надо, во-первых, яркость чуть-чуть прибрать, потом скорость. Воу, красиво. Ну, блин, ты слышишь? Так, это настраиваемая. Фигня какая-то. Ambilight. А что Ambilight? Просто подсветочка. Стример. Всегда включен. Просто вот включен такой режим, да? Ничего не меняется. Дыхание. И что? А как ты дышишь? И что? Ну, белым здесь горит. И что? Как он дышит? И что? Все? Пользовательское дыхание? А если цвета сами? Ничего вообще. Ладно, не он. Она? А что не он? Она. Никаких следов на грани прорыва. Ну, понятно, тут нету столько, сколько хотелось бы. Ладно, выключай. По этому мы поняли. Так, спасибо, лисичка. Теперь мы должны с вами попробовать. У нас есть кнопка Call. Не знаю, зачем так назвали. Калькулятор. Так, и есть у нас настроечки TFT дисплея, кстати. Сюда можно загрузить. Допустим, ваше изображение. Давайте попробуем что-то загрузить. Я не знаю, насколько оно сможет сработать. А ну, загрузим. Ой, что он такое маленькое, большое. А ну, давайте меня красивого такого вставим туда, технозончик, вот так вот будет. Окей. А ну-ка. Что? Сохранить на устройстве. Ждем. Сейчас, Леночка, мы увидим, что у нас тут получится. Вообще будет топчик какой-то. А ну-ка. Загрузка. Вау! Вы видели вообще вот это вот? Технозон. Лена, тут просто топ. Лиса, беги сюда. Ты сейчас охренеешь. Смотри. На клавиатурке у меня здесь технозончик. Красиво. Прикинь, потом, когда ты там чуть-чуть она потом засыпает и заставка. появляется. Вот, Home нажимаем. Тут, ух ты, тут время, выставление гифки. А что такое гифки? А вот технозон.
вообще топ. Слушайте, что я вам скажу, что тут есть в настройках? Так, автозагрузка, конечно же, автозагрузка будет очень неплохая клавиатура, скажу я вам, очень интересная. Сейчас мы попробуем с вами еще мультимедийные возможности, очень вот прям хочется. А ну сейчас ютубчик идет, конечно же, звук уберем и попробуем. Так, пауза, работает. А ну-ка, стоп, работает, play. Ага, а ну-ка, следующее, или как оно? А это надо в плейлистах пробовать, я понял. Так, слушайте, ну, прям интересно. Все работает, мультимедиа работает, индикация работает, кнопки регулировки работают, кнопка на дисплее работает. Слушайте, ну есть еще одна у нас тема того, как оно работает. У нас же здесь, по идее, хаб есть USB-шный. Сейчас попробуем, как это работает. И работает ли вообще. Ну, сейчас включим. Ага. Вот так вот, наверное. Оп. Да ладно! Да ладно! Я включаю в хаб. И у меня открываются файлы. Это диск Е. А ну давайте сейчас посмотрим скорость этого хаба. Сейчас. Crystal Disk Mark. Сейчас посмотрим. Это какой диск Е? Давайте очень быстрый какой-то тест на одну и на диске Е. И посмотрим, что у нас получится. Это просто, вот я вам сейчас тоже сниму видео. Смотрите, то есть у нас сейчас идет, она подключена через клавиатуру, к ней подключен хаб, и он определился как диск и работает как диск. Еще и технозончик, видите, тут красиво. Да, не самый быстрый хаб через USB Type 2, наверное, потому что всего лишь из SSD получает 43 мегабайта в секунду, но сюда вы можете подключить, например, наушники. Вы сюда можете подключить, например, флешку. Вы сюда можете подключить все что угодно, но да, SSD это не для того сделано, это не для таких быстрых вещей, как SSD-шник сделан, но мы с вами тестируем то, что это работает, это возможно. И, допустим, для наушников этого более чем достаточно. Допустим, какие-то USB наушники подключить или еще что-то, вообще идеально. Мне очень нравится. Слушайте, давайте так, я готов пройти и прорезюмировать данную клавиатурку. Ну и в качестве выводов скажу, блин, классная клавиатура, я ее рекомендую. За эти деньги вы действительно не найдете ничего, ну найдете, конечно же, вариантов много, но один из достойных вариантов, на который можно обращать внимание в текущих реалиях, потому что это настоящая механика с заменными hot-swap свечами, с нормальным качеством исполнения, то есть вот эти вот PBT пластик на кейкапах очень неплох, он долговечный и очень устойчив к появлению вот этого блестящего глянцевого такого эффекта. Я рекомендую. Все, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.